Привет! Я снова к вам с предложением связать одну очень простую идею из остатков пряжи. В предыдущем видео, в одном из своих предыдущих видео, я рассказывала, как связать вот такой подарочный новогодний пакетик, мешочек Деда Мороза с кроликом внутри. И ссылку на это видео я оставлю вам, как всегда, под видео, либо вот здесь в подсказке. А в этом видео я хочу продолжить развивать эту идею. Я связала несколько таких мешочков из плюшевой и обычной пряжи вот этим своим любимым уже методом Helix. Вот такой вот у меня зелененько-белый. И вот такой вот еще есть красно-зеленый. И здесь вот белая опушка. Вообще хотела я вязать из зеленой плюшевой пряжи. Вот она абсолютно такая же, как вот эта белая. Но она у меня закончилась. Закончилась она вот на этом пакетике. Здесь у меня даже не хватило на финальный ряд, поэтому пришлось вот комбинировать с белым цветом. Ну, мне кажется, смотрится все равно празднично, смотрится неплохо, красиво, и человеку, который получит этот подарок, будет приятно. Вот. Это тонкая плюшевая пряжа. Мне вот кажется, ее на Алиэкспрессе продают, но я покупала в фикс прайсе в прошлом году. А в этом году почему-то вообще в фикс прайсе нету плюшевой пряжи. Очень жаль, мне она в принципе нравится. Мне нравится она тем, что она тонкая. Вот обычная пряжа там из других известных марок, она все-таки толстовата для того, чтобы ее комбинировать с такой простой пряжей, с какой-нибудь полушерстью или просто акрилом. А вот эта плюшка была для этого идеальна. В этом видео я хочу опять связать подарочный пакетик, но уже не с зайцем, а с оленем. И вязать я буду рожки. Здесь точно такая же схема, которая была вот в этом видео. Здесь вообще все идентично, и мои пакетики получились даже приблизительно одного размера. А вот здесь то же самое. Тоже та же самая схема, тоже все идентично, но вот этот зелено-белый пакетик получился немного больше, чем все остальные. Это я к чему? Ну, во-первых, здесь я взяла и крючок побольше, но здесь я тоже взяла крючок побольше. Здесь была троечка, и здесь троечка. А здесь 2,5. Вот, но, наверное, здесь сама по себе белая пряжа была более толстая, и поэтому пакетик у меня получился побольше. К чему я это говорю? Это к тому, что даже такие нюансы, когда вы вяжете, говорите: ой, там у меня что-то не так, у меня не так, как у вас, у меня не уместилось в один моток. В вязании важно все. И на пол номера измените крючок, получите другой размер. На пол номера там изменится толщина пряжи, из которой вы вяжете, или другая фирма будет, изменится итоговое изделие. Это нормально, это вязание, это ручная работа. И даже я, когда вяжу одними и теми же руками одно и то же изделие, оно может получиться разного размера. А уж тем более, когда его вяжут два разных человека, у них 100% получится разные изделия. Итак, теперь про рожки. Я беру вот такую пряжу, это хлопок у меня. И крючок все тот же 2,5 миллиметра. Начинаю, как всегда, с магической петли. Делаю в магическую петлю воздушную петлю. И дальше добавляю в это кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю петлю, чтобы не было отверстий. Это был первый ряд. Перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд — это идеальный круг. Делаю 6 прибавок. Начинаю в первую горизонтальную петлю. Вот так вставляю крючок. Здесь я могу еще ввязать хвостик в этот ряд. Так. Ниточка слоеная. Здесь 1 и в ту же точку 2. Это прибавка. И опять 1, 2.
Вторая прибавка. Раз. Два. Третья прибавка. Раз. Два. Четвертая прибавка. Раз. Два. Пятая прибавка. И раз. Два. Шестая прибавка. На этом второй ряд закончен. Третий ряд. Третий ряд, и здесь формула будет такая. 2 одиночных петли. Раз. Два. И в следующую точку прибавка. 3. 4. И это повторяю 4 раза. Опять 2 одиночных петли. Раз. Два. 3. 4. Опять 2 одиночных петли. Раз. Два. И прибавка 3. 4. И последнее повторение. 2 одиночных петли. Раз. Два. И прибавка 3. 4. Теперь, если пересчитать кромочные косички в круге, их должно быть 16. Значит, у нас 16 петель в круге. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У меня 16, все правильно. Дальше будет четвертый ряд, и я перестаю делать прибавки. Четвертый и все последующие ряды до окончания этой детали я вяжу просто 16 столбиков без накида в круге. 3. Без прибавок. 4. И так вяжу на нужную высоту. И вот я связала до 9 ряда. То есть это 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вяжу просто по 16 столбиков без накида в круге. Ниточку отрезаю, оставляю здесь такой длинный хвостик. Им я еще буду пришивать. Вытаскиваю последнюю петлю. Одну петлю пропускаю, вставляю крючок через одну, вот так, подхватываю хвостик, увожу его наизнанку. И здесь завожу его еще в последнюю петлю. Вот так. Вот такая получается деталь. Вторую деталь нужно связать точно такую же, но количество рядов вот этих вот без прибавок в ней будет немного больше. Вот я связала 2 детали, они вяжутся по одной и той же схеме, но в этой я вяжу 14 рядов всего, то есть после того, как я связала ряды с прибавками, делаю 11 рядов без прибавок, а в этой вяжу 9 рядов всего и обрезаю хвостик, скрепляю его вот здесь и оставляю длинную ниточку. Итак, дальше я эти 2 детали буду соединять. Скажу сразу, я не мастер маленьких милых игрушечек, поэтому как соединяются маленькие милые игрушечки мастерами, я не знаю. Я буду соединять так, как я решила, что я вот хочу соединить вот так. Заканчивается у меня вязание на длинной детали, и я беру вот здесь, нахожу начало, смотрю, какая петля тянется, и отсчитываю. Раз, два, три, 4. 4 петли от хвостика я отсчитала, вставляю крючок в пятую и начинаю вязать по кругу. Раз. Здесь у меня в круге 16 петель, мне нужно связать 12. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель я связала. Таким образом, не довязано здесь ровно 4 петли. Я думаю, это видно. И теперь возвращаюсь к длинной детали. Снова отсчитываю 4 петли, 4 кромочных косички, я считаю, не тронутых. 1, 2, 3, 4. И вставляю крючок в пятую. Вот так. И снова вяжу 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 связала, пока забываю про эту нитку. Возвращаюсь к вот этой длинной нити и к соединению. Здесь вот у нас пустота между деталями. Итак, вставляю крючок в одну косичку и вот здесь вот так в другой. Сейчас я буду сшивать эту деталь. Просто сшиваю крючком, подхватываю хвостик, вывожу в него нитку. Можно сшивать иголкой через край, это вообще не принципиально. Мне просто лень идти за иголкой. Так, 1, 2. Снова тоже ниточку подхватываю. Вторую петлю сшила. Здесь всего 4 петли. Вот их я и сшиваю таким способом. Третью ниточку подхватываю. Так. И четвертую ниточку тоже подхватываю. И здесь еще как-нибудь узелочек давайте сделаю. Ну, допустим. Еще один узелочек, чтобы ничего не развязалось. Вот даже цепочку свяжу. Эту нитку я все равно вставлю внутрь своего изделия. Я не буду ничего обрезать, потому что мне все равно нужно немножко набить свои рожки, чтобы они не были плоскими. Так. И дальше перехожу ко второму ряду. Сейчас у меня в круге 2 раза по 12 петель, это 24. Второй ряд вот этих вот общих деталей я вяжу следующим образом. Так. Делаю, вяжу 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте свяжу даже 11. 11, да. И вот следующее будет убавка. Ее делаю так. В одну петлю
во вторую и делаю столбик без накида. Это получается убавка. Дальше опять перехожу на обычные столбики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И опять убавка. Раз, два. Так, теперь пересчитайте кромочные косички в своем круге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 петли в круге, 2 петли мы убавили в предыдущем ряду. Убавляю таким образом петли по 2 петли в каждом круге, пока у меня вновь не станет 16 кромочных косичек. Итак, вяжу 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. И делаю точно такую же убавку, как и в предыдущем ряду. Раз и два. Это будет убавка. Она, видите, незаметная, дырочку не оставляет. И снова 9 столбиков без накида. Вот так начинаю, да? Здесь не напутайте, здесь можно легко начать вот сюда же, допустим, да? Вот сюда не надо начинать. Здесь сделана убавка. Опять 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. И вторая убавка в этом ряду. Раз, два. Убавка. Следующий ряд. 8 столбиков без накида. Опять не напутайте, не начните вязать вот как-нибудь вот так, да? Вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. И опять убавка. Раз, два. И снова второй раз то же самое повторяю, да? Раз, два. Так. 3, 4, 5, 6,
7, 8. И вторая убавка в этом ряду. 1, 2. Так. И перехожу к следующему ряду опять с убавками. И здесь снова делаю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше убавочка. 1, 2. И опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вторая убавка в этом ряду. 1, 2. Теперь снова пересчитывайте кромочные косички. Их должно быть 16, как и вот в этих вот деталях. И дальше перехожу на работу просто по кругу. Перестаю делать убавки и вяжу до нужной длины. 1, 2, 3. Ну, будет по 16 столбиков без накида в каждом круге на нужную длину. Связала я 8 рядов без убавок. Дальше снова нитку оставляю длинную. Ей я буду пришивать еще. Так. И делаю точно такое же смыкание последнего ряда. Да? Через одну петлю вставляю крючок вот так. Увожу хвостик наизнанку. И завожу в вершинку последнего столбика. Вот такие вот рожки получились у меня. Вот одна деталь, вот вторая. И дальше мне нужно их просто пришить к своей сумочке. Совсем забыла сказать, рожку нужно чем-то набить. У меня вот есть остаток такой пряжи. Это Yarn Art. Не помню, как называется, но это вот трикотажная пряжа, у которой внутри сердечник какого-то особого наполнителя. Я не хочу ни покупать, ни вату брать. Я хочу использовать вот остатки, которые у меня есть. И я беру вот этой пряжей и набиваю эту рожку. Ну, так, чтобы просто она не была плоской. Беру иголку, вставляю в нее хвостик и примеряю по своему изделию, как именно в сложенном виде, как красиво торчит. И естественно, должно торчать красиво и естественно. Прикладываю в край и начинаю пришивать. Ну, тоже вот так вот в край. Цепляюсь за кромочные петельки и цепляюсь
за само изделие. Так, давайте не так. Здесь, конечно, лучше взять иголку с тупым кончиком. У меня просто такой не нашлось. В данный момент. Поэтому вот пришиваю такими стежками. Вот этой иголкой. Так вот аккуратно в край. Я пришиваю за шерстяные ниточки. Плюшку стараюсь не подхватывать. Мне кажется, она не шибко прочная пряжа. Лучше вот за шерстяные ниточки пришиться. Ну и вот рожки я пришила. Вот так получается. Рекомендую не набивать рожки слишком сильно и не использовать какую-то тяжелую пряжу, потому что тогда ваши рожки будут плохо стоять. Ну и какой же олень без маленьких бубенчиков. Ну и вот такой подарочек получился у меня на этот раз. Смотрите, олень с рожками. Все-таки я рекомендую, наверное, не набивать рожки. Они становятся тяжелыми. Видите, немножко они не так хорошо стоят, как ушки у моего плюшевого зайца. Но здесь плюшевая пряжа, она же очень легкая. Вот, а здесь хлопок у меня, и он потяжелее будет. Вот, пришила я еще бубенчики. Смотрите, что получилось. Вот такой вот олененок спрятался в подарочном пакете. Вот. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь на ваши лайки, подписку. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-то было непонятно. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.